Ух, обратно, чувствую, все польется. Усремся сегодня. Целлюлоза из древесины, крахмал из кукурузы. А, это вообще состав. Она сказала, мне просто Windows надо переустановить. Вот какая херня должна происходить со средством, которое хорошо очищает. Сплошная химия, ничего натурального. Раз, два, три. А у меня вот дома раковины позабивались, вообще не сливают. Не все же нам всяких роботов делать, да космические технологии с лазерными станками обозревать. Надо иногда вот дропнуться до обычных бытовых каких-то домовладельческих задач хозяйственных. Сегодня у нас контрольная закупка мажорных всяких средств в красивых этикеточках, менее красивых и более распространенных, чистая химия. И посмотрим, сравнится ли это с физическим методом прочистки сифонов. С вами Даня Крастер, лаборатория БНБ. Погнали! Итак, начнем мы с того, что приготовим идеальный засор для каждого сифона. Здесь вы можете заметить все ингредиенты, которые так или иначе попадают в слив раковины, хотели бы вы того или нет. Все вот это вот скапливается, просачивается, ошметки картофельные, вот этот жмых чайный, прекраснейший вообще. Пару щепоточек гречи у нас сюда провалилось. Макарохи, но их знаете как надо, типа вот так вот. Вот так вот немного макарохи. Макарохи надо немного, вот так вот. Чуть-чуть кофе туда пи***нем. Салатик оливье после Нового года. Ну и, конечно же, рисовая, блядь, каша. Фу. Все это перемешивается, образуя однородный салат, который я назову салат-сливняк. Мне по консистенции кажется, что чуть-чуть не хватает здесь заварки. Вот так вот оно. Вот так вот. Не хватает армирующих волокон. Как мы их сделаем? Мы сделаем их из натуральных волос. Шерсть мериноса. Она чуть тоньше, чем человеческий волос, но для армирования подойдет просто идеально. Волосяная пробка у нас будет отдельная, тоже стандартизированная. Если вот такую мотню средства, которые мы сегодня будем использовать, осилит, значит ему вообще ни хера не страшно. Итак, первый пошел. Ух, блин, сливняк крепкий вышел. Хороший. Выглядит мерзко. Я думаю, этого достаточно. Те же самые операции мы провернем с нашими 5 испытуемыми, которые не подсоединены к раковине, потому что там нам нужна раковина для физических всяких взаимодействий. Ну, типа, чтобы вакуум создать вантузом и прочим всяким говном. А чистую химию мы будем тестить вот на этих пацанах. Какая же ты мразь, а? Фу, в натуре сливняк. И по вкусу такой же. В каждом из этих сифонов расположен моток волос и салат-сливняк. На средствах на некоторых пишут, что добавить надо целых аж 250-300 мл. Это очень много, и в этой емкости нам пространства не хватит. Поэтому я накручу еще слив, чтобы у нас было пространство для маневру. Ух, обратно, чувствую, все польется. Усремся сегодня во всех щелочах. Самое главное действующее вещество любого средства жидкого, которое вы можете найти, это щелочь. Почему? Потому что она взаимодействует с жиром, превращает его в мыло и воду. Также растворяет органику гораздо лучше, чем это делает кислота. Мы в одном видосе уже это проверили. Давайте посмотрим, что с курицей произойдет. Видно, что она как-то, может быть, осушает, там взаимодействует с водой в клетках, но не прожигает насквозь вместе с пеной. Значит, в эти 5 мы будем заряжать вот эти вот мажорные, красивые, дорогие средства. 300-450 рублей за самый маленький 500 мл, самый большой 1,1 литра. Все это гель. То есть жидкие вещества. Чаще всего они состоят из каустической соды, это натрий OH, щелочь натриевая по сути. И по факту 15-30% микрогелей полисахаридов, это я не знаю, что такое. N-PAF на основе натурального кокосового масла, тоже первый раз слышу. Короче, щелочь. Может быть другая щелочь и всякие PAF, поверхностно-активные вещества, которые позволяют щелочи активнее со всем этим взаимодействовать. Прикол в том, что щелочь лучше справляется со всем этим дерьмом, как и любой химический реактив, когда она горячая. Соответственно, как вы будете гель на водяной бане разогревать, я не знаю. От 2 минут до 40 минут, ну пиздец. Открываем, заливаем. Очки мне нужны. Щелочью в глазнице не очень хотелось бы. Средство под названием Вондер. Ты чё, подождите.
Я Вондер, что за хуйня это такая вообще? Наденьте резиновые перчатки. Есть! Перед применением промните флакон для облегчения последующего встряхивания. Себе. Первый раз вообще такое вижу. Промните флакон. Пиздец, каша из матрицы. Ну ладно, я это говно перемешаю. Важный момент. Перед тем, как мы будем заниматься всей этой херней, вы должны понимать, что мы здесь вообще нейросетью все нарисованные. Но тем не менее, если вы будете это повторять дома, многое из чего мы сегодня сделаем, я вам не советую повторять, но если все-таки будете, внимательно относитесь к тому, что это щелочь, химические реактивы, опасные, повредят вашу кожу, не дай бог, чтобы попали в глаза. И все это еще в туалете вытяжка должна быть, чтобы в закрытом помещении этим заниматься. А эта херь ни в какую не хочет превращаться во что-то жидкое. Она так и остается какой-то каким-то камом. И это даже не программа. Ну что, давайте заливать. Не знаю, как это должно сработать. Она сказала, мне просто Windows надо переустановить. Да-да. Да-да-да. Дальше у нас идет Санфор. О, что такое? Бла-бла-бла, гипохлорид натрия, щелочь, соль, да-да-да. Везде плюс-минус один и тот же состав. О, зацени. Как у меня в Мамоне прям. Заливаем. Ай, блядь, он полез наружу, ну ладно. Это что? Гель активный White Bubble. Та же самая херня. Гипохлорид натрия. Больше 5, но меньше 15%. Щелочь, АПАФ, НПАФ. Мыло на основе натуральных жирных кислот. Сплошная химия, ничего натурального. Ой, он вообще жидкий. Приколы гелей в том, что вы их когда бахаете в уже забитую раковину, они падают на самое дно, пробиваясь через воду, и там творят свою магию. Вытворят ли эти? Мы сейчас посмотрим. Кленид. Drain Opener. Extra Power. Оно вообще жидкое. Это стопудово раствор просто щелочи. Самый дешевый, самый жесточайший. Максимум какого-то пава там добавили. Гидроксид натрия. 5 плюс-минус 2%. Анионно-поверхностное активное вещество с гипохлоридом натрия. Все. 2 компонента. И оно просто, короче, утекло и съебалось. И засор наш остался на месте. Вот в чем неприкольность жидких средств. Я его даже еще сюда налью. Да, он просто сваливает. Так, идем дальше. Последний, самый разрекламированный Тирет, сука, Турбо. Гель для устранения сложных засоров. В составе та же самая и использовать его абсолютно так же, как и все остальные. А как еще справляться с засором? Налить и отъебаться от него. Гель, прям гель. Такой он, сука, пружинистый. Гели у нас начали проникать везде, куда им надо проникать. Мы ставим их примерно на час, а сами с вами будем играться с другой херней. А сейчас я вам покажу один действенный метод, но пиздецки опасный и вредный, если его использовать неправильно. Обычное вот это вот говно в гранулах для прочистки. Что это у нас? Чертон. Ты кем сегодня будешь? Чертон. Я сунулся, короче, прочищать сифон и думаю, а въебу-ка я соды туда столько, что прям вообще там вообще хорошо все прочистилось. Сработало, честно говоря, не лучшим образом. Нет, мы будем использовать чистый натрий, каустическую соду. И ебашим его туда по самое не балуйся. И ждем, пока все это растворится. Примерно тоже на час отставим. Потом покажу, что с этим говном произошло. Переходим к жидким средствам, но уже знакомым всем по прекрасному названию крот. Будем проверять их на нашем макете с раковиной сразу. Она, кстати, фу, ну воняешь ты, пиздец какой. Все, замечательно. Она сейчас тоже по большому счету стечет и ничего не произойдет особого, потому что она жидкая. И какой бы у нас засор не был, если он только вообще не самый жесточайший, который просто вообще плотничком, ничего не произойдет. Подождем пару минут. Эй, бич, зацени мой твич.
Короче, оно потихоньку начинает сваливать. Притом непонятно, какой консистенции должен быть гель. Все зависит от степени вообще вашего засора. Вот этот наполнил полностью сифон. Там какое-то взаимодействие, я уверен, что происходит из-за химического состава. Но отчасти он сваливает, то есть он протекает насквозь. И это тоже не есть гуд. Я абсолютно уверен, что вот прям совсем жидкий, ну типа, это не круто. Давайте зальем водой, к следующему перейдем. Active Gel Крот Turbo. Я не знаю, это одна и та же контора или нет? Или они просто юзают название крота? Во. Вот он, кстати, неплохо проник куда нам надо и начал что-то там пошевеливать. Выглядит жестко. Но мы потом посмотрим, что стало с этими господами. Давайте подождем и посмотрим на результаты. Ну что же, прошел у нас час, давайте смотреть, какие у нас результаты есть по прочистителям засоров. Вот это говно абсолютный кам, потому что и выглядит как кам, и работает тоже как кам. Он даже не проник. Примерно 1 сантиметр уровня с высшей точки ушло куда-то непонятно. Я даже не буду проливать это водой, потому что я сейчас начну проливать, она все прольется наружу. Он вышел из нашей гонки. До свидания. Вот эта штука, кто это? Санфор. Наиболее интересный, на мой взгляд, потому что в процессе реакции я видел, что бурлит, пузырится, уровень уменьшился, он весь прошел насквозь, и осталось все это говно пролить водой. Что-то не особо. Номер 3. White Bubble. Засор остался, я не вижу, чтобы его смыло. Но, слушайте, какие-то говна растворились, то есть что-то протекает. То есть, мне кажется, можно это дело прикрутить будет к раковине, наподдать, и как будто он дальше пойдет. Номер 4. Клинид. Но он изначально хорошо у нас протекал почему-то. Хотя нет, вот сейчас вода встала. Короче, это все какая-то срань, блядь, недейственная. То есть мне надо еще раз это пролить. Вы наверняка тоже сталкивались с такой ситуацией, что несколько раз надо это пробивать при каком-то крепком засоре, потому что, ну, это пиздец, там все стоит вообще. Окей, давайте посмотрим, что у нас сделал крот народный. Потому что я вижу, что как будто бы вся эта кишля подрастворилась. Давайте добавим воды, посмотрим. Тоже немного, чтобы было одинаковые условия. Ёб твою мать. А вот он протекает. Его как будто пробило сильнее. Давайте еще больше воды. Промоем это говно. Отсюда вымываются остатки вот этого всякого дриста. Фу, блядь. И мочалка наша вышла, кстати. Обратите внимание, что произошло с мошной. А ничего с ней на самом деле не произошло. Не растворилась она. Ну, она как будто стала помягче, проще раздираются. То ли это из-за смачивания. Я здесь хочу быть абсолютно научно достоверным, потому что что за фигня? Часть, которая наиболее контактировала вот с этим кротом, я в руках чувствую, что она такая, типа, стала более резиновая, мыльноватая такая, короче. Волосы начали растворяться. Вот это самое главное свойство щелочи любой, то, что органические всякие вот эти вот прочные волокна, вот здесь даже где-то пишут, что целлюлоза из древесины, крахмал из кукурузы, пектин из яблок. А, это вообще состав, блядь. Нахера здесь целлюлоза из древесины в очищающем геле? Помогает качественно очищать сложные загрязнения, безопасен для природы и человека. Пи***ц, хоть сейчас, короче, вместе с фруктовым боулом можно и коктейль себе сделать. Что за дрянь? Когда я хочу прочистить трубу, мне нужно средство из ядерных бытовых отходов, которое проебашит все и оставит мои трубы, типа, в порядке. Но, что я хочу заметить, у нас лучше всего сейчас проявил себя обычный крот по сравнению со всеми вот этими вот пацанами в ярких упаковках. Вот это вообще похоже на чудо-йогурт. Давайте теперь посмотрим, что у нас стало с натриевой щелочью, которую я замочил холодной водой. Она остудилась. И вот это важный момент, потому что в инструкции говорят, насыпьте 50 грамм и залейте горячей водой. Не совсем крепким кипятком, но горячей. Иначе произойдет вот это. Эта херня растворяется, разогревается, сваривается и склеивается прямо в трубах. И единственное, что вы можете сделать, это, во-первых, налить сильный щелочной в волосы, а во-вторых,
заливать это все кипятком и какой-то трубкой откачивать, чтобы у вас вода не смешивалась. И только таким способом потом промыть. А лучше вообще разобрать, короче, весь сифон. Вот какая херня должна происходить со средством, которое хорошо очищает. Давайте его зальем. Горячий какой! И будем проливать кипятком и посмотрим, что произойдет. Блять, ну что за ёбаную мать, на? Ну ты видишь эту хуйню, да? Инженеры, блять. Я и того ебал. Что мы делаем еще раз, чтобы показать, что я не просто так тут вообще, между прочим. Берем горсть, щелочь натриевый, богато. Ну ладно, можно еще чуть. И еще чуть-чуть. Всыпаем туда, чтобы у нас вообще вот чистое все было. Классное. И еще кипяточку туда. Бах. Вот эта хуйня работает. Вот это, типа, прям реальный эффект. Виден, заметен. И с помощью химии и даже моих бытовых химических знаний понятен. Вы посмотрите, какой чистый сифон у нас стал. Давайте попробуем кусочек волос закинуть сюда и залить кипяточком. Реакция, конечно, не так бурно происходит, как с гранулами, но... Волос нет. Вообще просто моментом. Главное, чтобы у вас трубы не оплавились пластиковые. Ну чё, вот так работает чистый натрий OH, геоксид, ЧДА химический. Что у нас здесь? Тут тоже волос целиком не наблюдается. Короче, все это дело растворяется замечательно. Теперь самое интересное. Все вот эти вот средства у нас уходят в говно, потому что они все неэффективные. И мы идем, смотрим, что у нас есть какое-то одно средство, называется чертон, которое мы так и не опробовали. Оно выглядит не как абсолютно белые гранулы, оно какое-то модное, посмотрите. С какой-то то ли отдушкой, то ли мылом, то ли хер его знает. Но здесь стопудово есть та же самая щелочь, поэтому давайте попробуем посмотреть, настолько же оно эффективно. Я предлагаю какой-то из этих сифонов взять и поставить на наш стенд с раковиной, чтобы мы прочищали даже то, что не прочистило дорогое средство, красивое. Как вам такая мысль? С мотней, как вы можете заметить, от четвертого средства вообще ничего не стало. Она себя прекрасно чувствует. Мотню не потеряй. Давайте проверим одно народное средство, которое нам нейросеть подсказала, как средство от засора. Полная хуйня, сразу вам скажу, но все же, чем черт не шутит. Это сода с лимонной кислотой, которые всыпаются в засор и заливаются теплой или горячей водой. Как это должно работать? По принципу образования углекислого газа и избыточного давления, наверное, я не знаю. Ну что, будет интересно. Ой, все тоже пенится, пузырится. Я, кстати, напомню, что там та же жмыха. Углекислый газ пошел, процесс пошел, что-то пенится у нас тут. Она еще вниз протекает, смачивается два компонента, еще больше реагирует и что? Я не вижу, чтобы что-то снизу пошло, только газ наверху. Будет что-то у нас происходить? Может быть, вантузом ему помочь? Ну, вы сами все видите, все говнище протекло насквозь, засор остался. Неинтересно. Давайте теперь вот это вот пробовать, о чем мы говорили чуть ранее. Я ставлю на то, что она будет работать хуже, чем едкий натрий. Каустическая сода. Хорошо, с горочкой. Кипяточку. Вунш-пунш какой пошел, все зеленое, клевое. Красителя, конечно, натрию не хватало. Так, ну и горячая жижа дошла до своего места. Еще вольем, еще побурлит пусть. Не, все, пи***ц.
Она встала и все. Чертон пусть используется чертом. А мы продолжаем смотреть на вот такие вот средства. Короче, чем больше белых шариков чистого натрия, тем быстрее вся эта херня сработает. Например, у нас есть волосогон и жирогон. Жирогон я себе потом оставлю, пригодится. И единственная разница в них, что жирогон состав усилен алю-гранулами, которые ускоряют расщепление жира и пищевых остатков. Хер его знает, по-моему, самое сильное должно воздействовать на волосы, которые именно скрепляют все это говно. Давайте попробуем вот этот вот усиленный алю-гранулами. Что они туда, алюминия напихали с щелочью, чтобы все это говно разогревалось? Блять, в натуре. Зацени. Здесь просто окатыши алюминиевой фольги, при том, что есть и чистая щелочь, и вот эти вот кристаллики, ну, по сути, мыло, которое здесь нахуй не нужно, потому что при взаимодействии с жиром щелочь и так мыло образует, и образует паф, и гораздо эффективнее, чем вы будете разбавлять это дешевым мылом. А засыпаем, посмотрим, как это дерьмо сработает. Как раз один пакетик, скорее всего, должен справиться. В нем 50 грамм. Заливаем. Вижу некоторые бурления. Сработало так же хорошо. И это при том у нас та херня, которая не прочистилась вот этими всеми средствами. Итак, слив у нас опять забит. Последнее, что из сыпучих я хотел бы проверить, шуманит. По идее, он тоже должен неплохо справляться на уровне с каустической содой. На вкус мыльная. Внутри аж в целых 2 пакетах запаковано некое средство. Здесь чистые белые гранулы, без всяких выебонов вижу. Засыпаем целиком. 90 градусов есть. Погнали. Заливаем, смотрим. Ну, я хочу сказать, реакция практически такая же сильная, как от чистой щелочи. Смотрим, что будет дальше. Да, он пробил его. Слушайте-ка, ну, что я могу сказать? Шуманит тоже круто. Так, ну что же делать, если засор у вас вообще ни в какую не прочищается? Ну, там, я не знаю, какие-нибудь... Что мы возьмем? Ну, паклю возьмем. И напиздим мы ее туда прям вообще богато и мощно. Трамбуем. По идее, даже такое говно щелочь растворит, но, скорее всего, чуть подольше, чем... оно будет возиться с тонкими человеческими волосами. Механические способы. В борьбе с засорами никто не запрещал вам использоваться старой, дедовской, но, тем не менее, действенной технологией. Это гибкий шнур, вот этот пружинистый, который запихивается в раковину. Может быть, это, конечно же, не так сподручно и не так удобно, но, тем не менее, можно вынуть засор из хобота слона, засунув его через жопу. Настолько он гибкий, всепролазящий и доставучий. Начинаем крутить. И он здесь закрутился. Нет, неправильно. Но в любом случае, если мы знаем, что у нас засор в ревизии, мы сюда его пропихнули. Чаще всего причиной всех этих засоров является мотня, которая налипла на разнообразные выступы там вот этих пластиковых неидеальных деталей. Ну что, будем дергать? Я чувствую, меня клюет. А? Смотрите-ка, это дерьмо досталось. Ну и последний штрих, который мы хотели бы сегодня продемонстрировать, это прочистка с помощью давления. Если у вас, ну совсем уж, совести нету и очень много квартир запасных. Ну а теперь заценим прочищатор труб 3000. Самое действенное устройство против засоров. Вы готовы? Хе-хе, я нет. Раз, два, три. Всем спасибо за просмотр. Увидимся через 2 недели. Я весь в говне. С вами был Даня Крестер, лаборатория БНБ.